Привет, друзья! Сегодня покажу, как правильно приготовить шашлык из баранины. Сегодня для шашлыка из баранины я буду использовать заднюю ногу. Это отличная часть, которая отлично подходит для шашлыка. Здесь много мяса, мало костей. Немножко поработаем над ней, и будет хороший, сочный шашлык. Мясо у меня достаточно чистое, хорошее, обработанное. Тем не менее, здесь есть небольшое количество пленок, от которых нам нужно избавиться для того, чтобы шашлык был еще сочнее. Их нужно хорошенько подрезать и все убрать. Не переживайте, если часть мяса срежется, зато не будет жестко. Видите, какие они длинные и плотные. При этом сразу начинаем подрезать мясо. Оно расходится по мышцам. Вот эти все новые пленки, которые открываются, тоже срезаем. С этой стороны тоже есть жирок. Его можно оставлять. А под ним тоже есть пленки. Плюс лишний жир можно срезать. Здесь, вот видите, идет мышца. Прямо по ней двигаемся ножом. И начинаем разбирать мясо. Вот его прям видно. Отдельные две мышцы. И таким образом мы подбираемся к лимфоузлам. Их вырезаем, чтобы мясо не пахло. Пять минут поработали и получите хорошее мягкое мясо, которое будет таять во рту. У меня получилось примерно грамм 100, может быть, этих обрезков из жил, ненужного жира и лимфоузлов. Но лучше потратить эти 100 грамм, чем потом давиться жестким и невкусным шашлыком, который неприятно пахнет. Посмотрите, у меня здесь шикарное мясо, которое все еще на кости. При этом это крупные, хорошие, чистые куски мяса. И теперь мы ножом просто аккуратно ведем по кости и начинаем его срезать. Вот здесь поддеваем, тоже жилку перерезали и прям пошли по кости. Всегда двигаемся ножом вдоль кости. Что вниз, что вверх. Здесь около самой кости тоже много жилок, поэтому прям сильно мясо срезать не надо. Вот так. И теперь нарезаем мясо средними кусочками. Нужно, чтобы они были не очень крупными, для того, чтобы быстро прожарились от углей и шашлык остался сочным. Здесь просто чувствуете мясо. Вот такими небольшими кусочками. Смотрите, какое шикарное мясо. После того, как срезали с кости, могут открыться новые жилки. Их тоже немножко почищаем. И до того, как мясо встретится с луком, его нужно хорошенько посолить и поперчить. Если кто-то вам будет говорить, что солить мясо нужно прямо перед жаркой, не верьте, эти люди просто не пробовали хороший, сочный, просоленный шашлык. Свежемолотый перец. И при желании можно добавить немного сухих травок, но это уже на ваш вкус. Совсем чуть-чуть. Ну и, конечно же, никто не смеет утверждать что-то против того, что лучший маринад для баранины – это репчатый лук, а точнее его сок. Можно использовать соковыжималку или воспользоваться методом, который я вам сейчас покажу. Лук нарежем небольшими кусочками. В стакан для блендера наливаете небольшое количество воды и отправляете туда репчатый лук. Берете блендер. И измельчаете лук в кашу. На такое количество мяса, как у нас, 2-3 луковицы таким способом будет более чем достаточно. Сока будет очень много. Теперь берете обычную марлевую повязку, складываете ее в несколько раз. И вот так. Получается мешочек с луковым пюре. И отжимаете в баранину настоящий луковый фреш.
Теперь все это дело нужно хорошенько перемешать. Я люблю сразу добавить немного растительного масла, чтобы закупорить мясо во время жарки и быстрее придать ему хорошую поджаристую корочку. Великолепное мясо, великолепный маринад. В таком состоянии баранине недостаточно полежать 2 часа. Можно разводить угли и жарить. Как раз настанет время ужина. Но помимо того, что мы приготовили и так очень вкусный шашлык, я покажу, как сделать его еще вкуснее во время жарки. Для этого мы будем готовить вкусный уксус. Нам понадобится небольшая бутылочка, чили, перец, чеснок, немного специй и хороший винный уксус, который приятно есть. Чили, перец нарезаем небольшими кусочками, чтобы он поместился в бутылку. И пару зубчиков чеснока также нарежем напополам. В бутылку отправляем чеснок, чили, перец, немного перца горошком и пару соцветий гвоздики. Заливаем все это дело уксусом. И даем настояться пару часов, для того, чтобы он набрался всех вкусов. На этом же уксусе можно приготовить маринованный лук для подачи. Вечер. Любимое время для посиделок за шашлыком. Пора насаживать и жарить. Мясо отлично промариновалось за это время в луковом соке. И для сочности можно нарезать небольшое количество курдюка тонкими полосками и чередовать его с мясом. Ну что ж, правильный шашлык осталось только правильно пожарить. Для того, чтобы шашлык из баранины хорошо прожарился и остался сочным, угли должны быть совсем маленькими, но жар от них должен быть очень хороший. Седые угли будут в самый раз. И не забываем про наш волшебный уксус, который настоялся на чили, перце, чесноке и пряностях. Первые 2 минуты мясо не трогаем, даем ему хорошенько запечататься с одной из сторон. Но как только перевернули, аккуратненько сбрызгиваем уксусом, чтобы он напитался этим чудным ароматом. И сразу сбрызгиваем. Совсем чуть-чуть, по капельке. И так пару раз за все время приготовления. Пора снимать. Вот так, друзья. Спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки и за комментарии. Давайте скорее пробовать наше мясо. Сочно. Шашлык из баранины нужно есть с пылу с жару. Очень вкусно, никакого запаха и очень-очень сочно. На этом у меня все. Пока. Так вкусно.